Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный и необычный суп, вернее, пицца-суп. Это густой ароматный суп, в котором соединились все вкусы настоящей итальянской пиццы: томаты, сливки, расплавленный сыр, грибы и специи. Просто, сытно и невероятно вкусно. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала в кастрюле с толстым дном разогреваем 2-3 столовые ложки оливкового масла. Пока масло нагревается, нарезаем мелким кубиком примерно 150-200 граммов лука. Выкладываем нарезанный лук в кастрюлю и начинаем его обжаривать. Но сначала добавляем к луку 2-3 зубчика чеснока, который предварительно необходимо порубить ножом. Периодически перемешивая, обжариваем лук с чесноком до мягкости и легкого золотистого цвета. Теперь нам понадобится примерно 500 граммов мясного фарша. Я использую свино-говяжий, но подойдет и любой другой. Выкладываем фарш в кастрюлю и обжариваем его вместе с луком и чесноком примерно 5-6 минут, чтобы мясо слегка подрумянилось и стало рассыпчатым. Следующий ингредиент – 250-300 граммов грибов, которые предварительно необходимо нарезать. Я предпочитаю нарезку тонкими дольками, но это не принципиально. Их можно нарезать и соломкой, и кубиком. Добавляем грибы в общую кастрюлю и обжариваем их с фаршем на протяжении 5-6 минут. Нам нужно, чтобы грибы не столько приготовились, сколько уменьшились в размерах и освободили место для следующих ингредиентов. Теперь нам понадобится 250-300 граммов сладкого перца, желательно разноцветного, чтобы суп выглядел привлекательнее. Сладкий перец я нарезаю небольшим кубиком, но это не принципиально. Добавляем нарезанный перец в общую кастрюлю. И сразу сюда же добавляем 250-300 граммов кукурузы. У меня консервированная, но подойдет и замороженная или свежая. Перемешиваем добавленные овощи с мясом и грибами и обжариваем их буквально 2-3 минуты, просто чтобы они стали чуть-чуть мягче. Затем добавляем в кастрюлю один из основных ингредиентов – томаты. Какая же пицца без них? Нам понадобится 400-450 граммов томатов пилати, которые предварительно необходимо нарезать средним кубиком. Можно также использовать свежие томаты, с которых предварительно необходимо снять шкурки. В этом случае в суп также нужно будет добавить немного томатной пасты и увеличить количество бульона. Теперь самое время добавить в суп специи: 1 чайную ложку базилика и столько же орегано. Тщательно перемешиваем содержимое кастрюли со специями и обжариваем все вместе еще пару минут, чтобы ароматы раскрылись. Еще один обязательный ингредиент этого супа – 200 мл сливок. У меня жирностью 20%, но можно использовать и менее жирные. А также 150-200 граммов сливочного сыра. Можно использовать абсолютно любой сыр, даже с добавками, например, сыр с беконом или зеленью. Тщательно перемешиваем получившуюся массу, чтобы сыр растворился и мы понимали, какой густоты у нас получается основа супа. Теперь, когда весь сыр растворился, пицца-суп можно довести до нужной консистенции с помощью бульона. У меня говяжий, но подойдет любой, в том числе и овощной. Мне понадобилось около 600 мл бульона. Если вы не любите густые супы, то бульона может понадобиться больше. К слову, кастрюля у меня 3-литровая, поэтому если вы будете добавлять бульона больше, вам, соответственно, понадобится и кастрюля побольше. Доводим практически готовый суп до кипения, а затем добавляем в него по вкусу соль и черный молотый перец. Хорошо все перемешиваем, снижаем нагрев до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем пицца-суп томиться под крышкой на протяжении 10-15 минут. Готовый суп снимаем с огня и даем ему настояться еще 5-10 минут, чтобы он стал еще вкуснее, гуще и ароматнее. Отдохнувший пицца-суп разливаем по порционным тарелкам и добавляем последний штрих. По вкусу присыпаем сверху натертым на мелкой терке пармезаном и украшаем несколькими листиками свежей зелени, базиликом или петрушкой. И все.
Ароматный, густой, сытный и очень вкусный пицца-суп полностью готов вас согреть, насытить и заставить забыть обо всех проблемах хотя бы на время. А еще от этого супа не смогут отказаться даже те, кто не любит супы в принципе. Это проверено на практике и работает на 100%. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!